Совсем скоро на экраны вывалится аниме Гача Акута, по этому случаю я приготовил вам небольшой пересказ сюжета, дабы вы знали, чего ожидать от этого тайтла. Если вам понравится ролик, обязательно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, там будет важная информация касательно этого тайтла на моем канале. Меня зовут Скерс, и на этом канале я переношу манги в видеоформат. Ну а теперь, погнали! Говорят, что вещи, которыми мы бережно пользуемся, со временем обретают душу. Если представить, что это так, то что обретает выброшенный мусор? Общество потребления с первых страниц манги предстает во всей красе. Плюшевый зайка слегка порвался и тут же был выброшен в помойку. Люди легко превращают вещи в мусор и начинают относиться к ним как к чему-то грязному. И они уже никогда не смогут ценить их так же, как раньше. То же самое касается и людей. Эти слова принадлежат главному герою манги Руда. В данную секунду он активно ковыряется в помойке. За этим занятием паренька застукал коп. И оказалось, Руда локальная знаменитость. Его негласное прозвище «Поехавший мусорщик». Он угрожает чистоте райского города. Коп тут же бьет тревогу. В одночасье в коридоре заспавнилась толпа фараонов. Руда моментально швыряет в них несколько мусорных мешков, а затем на паркур движениях технично сваливает. Паркур, новое движение, путь самовыражения, молодежное течение, достойно уважения. Делай то, что хочешь, будь самим собой, в мир уличного спорта окунись головой. С помойки он залутал плюшевого зайку. Отвлечемся от мусорщика. Нам демонстрируют еще одного героя, Лекта. Мужичок убирает книгу. Прогуливаясь по райским улочкам, он слышит бурное обсуждение помойного мстителя. Горожане в недоумении. Зачем воровать отбросы? Приметив Лекта, девчонки врубили модный приговор. Он одет как последний бомжара. Ему не место на этих улицах. Возвращаемся к Руда. Он разбирает награбленное из помойки. Ну, какое время, такие герои сёнэнов. К нему подходит девчонка. Зовут ее Чива. Она знает, что он таскает мусор. Но Руда осознает, что с ним сделают, если поймают. Юноша считает, что богачи зажрались. И выбрасывают вещи, которые еще можно использовать. К тому же, в трущобах за такие штуки могут хорошо заплатить. Далее мы становимся свидетелями буллинга. Троица стереотипных мудаков глумится над нашим героем. Капитан Отброс вечно шарится по помойкам. Носит одни и те же сраные перчатки. До такого дотронешься и непременно словишь суперспид. Негоже такой красавице ошиваться возле бомжа. К тому же, он еще и сын убийцы. Говорят, этот пригород создавали как пристанище для преступников. И нынешнее поколение их потомки. Долгие годы местные пытались отмыться от позора, но все покатилось к чертям из-за отца этого отброса. Разве не так? Руда закипает от ярости. Приметив его взгляд, шпана решила ретироваться. Напоследок, бросив, что яблоко от яблони недалеко падает. Чего не стала их слушать. Она уверена, Руда хороший. Девочка, к слову, ему нравится. Он даже зайку починил для нее. Но вручить подарок не успел. Ее позвали родители. Руда вернулся домой и столкнулся с приемным батей, который видел, как малой нерешительно пытался подкатить, но не об этом ему хотелось поговорить. Руда больше не должен лазить по помойкам. Это слишком опасно. Парень уверяет, что все схвачено, его не поймают. К тому же Лекта подобрал его, когда он был совсем маленьким. Так он выражает свою благодарность. Лекта ухмыльнулся. Лучше бы он таким искренним был с Чивой. Но что это у него? Его ранили? Пусть покажет. Заодно сменят повязки на его руках. Лекта просит его больше не ходить на свалку. В следующий раз он так легко не отделается. Руда произносит, что эти раны – пустяк по сравнению с теми, что нанес его отец. Лекта напоминает, если он продолжит в том же духе, то последует в бездну за отцом. Он должен научиться ценить себя и то, что важно, даже в таком дерьмовом мире. Руки Руда были черными с самого детства. Они ужасно болели. Но что еще хуже, они привлекали внимание окружающих. Все это сильно давило на него. Лекта подарил ему эти перчатки. Конечно, это всего лишь незначительный кусок ткани, но его боль уменьшилась. Руда бесконечно благодарен за это. Далее суперотчим продолжает напирать на юношу, чтобы он увереннее подкатывал к девочке. Руда полыхает. В это время неподалеку ошивается подозрительный тип. На следующее утро любитель поковыряться в отбросах отправился к бездне, чтобы отрепетировать улыбку для Чивы. Как бы он ни пытался, выходит какой-то жукер-аутфист. Молодой думает, что вся его проблема не в жуткой улыбке, а во взгляде. Говорят, бездна – это огромная помойка. Но туда скидывают не только мусор.
Преступники находят свой конец там. Интересно, что же там внизу? Из потока мыслей юношу выдергивает Чива. Она не ожидала увидеть его в таком месте. Здесь не самый приятный вид. Говорят, что пригород был построен к городу так близко, чтобы местные всегда знали. Если сделаешь что-нибудь плохое, упадешь в бездну. Как бы человек ни хотел, рано или поздно становишься свидетелем такой казни. Чива признается, она не хотела бы увидеть, как Руда сбрасывают туда. Да, она разделяет его позицию касательно мусора, но если он продолжит, рано или поздно окажется в бездне. Затем девчонка проболталась, что Руда ей нравится. У парня сердце чуть не выпрыгнуло, и он начал вести себя странно. Но кое-как нашел себе силы и таки смог вручить девчонке плюшевого зайку. Чива пообещала, что будет заботиться о нем вечно. Руда попытался улыбнуться, но смекнув, что его рожа похерит все начинания, принял решение отступить. Так или иначе, это победа. Нужно срочно рассказать обо всем Лекта. По дороге он врезался в странного челика. У него выпала знакомая внимательным зрителям книга. Поспешно забрав ее, незнакомец скрылся. Руда не стал разбираться. Сейчас важнее поделиться таким событием с Лекта. Но войдя домой, парня ждал сюрприз. Окровавленный Лекта лежал на полу. Из живота торчал меч. Юноша тут же бросился к названному отцу, чтобы помочь, но его уже не спасти. Руда должен бежать. На прощание Лекта просит, чтобы он изменил этот дерьмовый мир. Прежде чем Руда что-то понял, его оглушают стражи правопорядка. Он будет привлечен к ответственности за убийство. Руда пытается все объяснить, но кто будет его слушать? Он весь в крови собственного отчима. В конце концов его просто вырубили. Некоторое время спустя Чива услышала, как местные обсуждают Руда. Яблоко от яблони недалеко укатилось. Подумать только! Прикончил собственного отчима. Девушка тут же поспешила к месту казни. Руда вот-вот отправится в бездну. Она верила в него. А он оказался убийцей. Подаренный кролик упал на землю. Толпа скандирует слово «грязь». На лице парня сверкнула зловещая улыбка. А затем из его груди вырвался крик, полный отчаяния и злобы. Грязные здесь только они. Слепые и глухие ублюдки, что даже не пытаются выслушать его. Вдруг он заметил знакомую фигуру. Так это был он. Руда обещает отправить его в ад, а заодно с ним и всех остальных людишек. Все они сдохнут. Палачам надоело слушать вопли смертников, и они отправляют его в свободное падение. Летя вниз, Руда кое-что заметил. Но прежде чем понял, что это, он уже был внизу. Гора мусора смягчила падение. Но как же здесь воняет? Однако это не самое страшное. Прямо за спиной юноши возникли гигантские чудовища. Бездна — это не просто помойка. Это самая настоящая пучина ада. Руда, тут же сверкая пятками, несется прочь. Чудом ему удалось не попасться. Однако шансов на спасение практически нет. Райские ублюдки. Да как они посмели изгнать его сюда? Неосторожное движение привело его к скатыванию на самое дно. Чудища потеряли его из вида. Но это ненадолго. Дела мусорного мстителя все хуже. Этим воздухом невозможно долго дышать. Нужно скорее найти безопасное место. Но есть ли здесь оно? Руда блюет кровью. Вдобавок, чудовища взяли след. Неужели он снова ничего не сможет сделать? Как тогда? Бессилие сменяется яростным припадком. Последняя просьба Лекта. Верно. У него еще есть дела. Кто бы ни смотрел на него сверху вниз, он забьет его до смерти. Схватив какую-то швабру, Руда несется на монстров. За помойной битвой наблюдал какой-то человек. Его заинтересовал парнишка. Руда отчаянно сражается за свою жизнь. Эти ублюдки пахнут хуже, чем пердеж Лекта. Стоит отдать парню должное. Ему кое-как удается прикончить одного говновоза. Вот только на этом потратил все свои силы. И теперь не может пошевелиться. Кажись, погибнет под завалами. Но в последнюю секунду на помощь приходит тот челик. Незнакомец приподнял парнишку, но лишь для того, чтобы пнуть его. Сразу после того, как паренек харкнул кровью, таинственный чел натянул на него маску. Руда наконец смог вздохнуть. Но кто этот парень? Что за монстры? И что за мир такой? Чел просит мальца заткнуться, но Руда продолжает его донимать. Из-за чего чувак срывается на крик? Во-первых, это поверхность, они не под землей. Во-вторых, эту кучу мусора сюда набросали такие, как он, небесники. И в-третьих, пусть захвалит свой хлебоприемник. Из-за него чудовище знает, где они находятся. И нет, он не убил их.
Этих тварей нельзя убить обычным мусором, да и оружием тоже. Это аномальные звери, они реагируют на звук. Вот почему он старался быть тихим. Но нет худа без добра. Он наконец выговорился, и ему стало полегче. А стало быть, пора вынести мусор. Вооружившись зонтом, незнакомец идет устранять засор. Чудовища не восстанавливаются после его атак. Однако их тут слишком много. Придется использовать тяжелую артиллерию. Ну, я думаю, это помогло бы не хуже. А так, челик использовал спецприем. Разрушитель. 8 разрезов. Удар был такой силы, что все чудовища погибли. У Руда челюсть отвисла. Что за технология? Такое есть только в бездне? С такой приблудой он смог бы отомстить тем, кто скинул его сюда. Закончив с мусором, незнакомец возвращается к Руда. Сняв маску, он называет свое имя. Звать его Энджин, и он обычный уборщик. Впрочем, маска быстро вернулась на его смазливое лицо. Он и забыл, как здесь воняет. Руда закрыл глаза и провалился в сон. В нем он увидел фрагмент из детства. Дети постоянно задирали его. В один из дней причиной стали слова Лекта. Он постоянно твердил Руда, что у каждой вещи есть душа. Когда же малой решил поделиться этим откровением со сверстниками, его тут же простебали и избили. Выслушав его, Лекта заверил: душа есть в каждой вещи. Пусть остальные не верят, но он это знает. Душа есть даже в перчатках Руда, и если он будет бережно к ним относиться, однажды они смогут отплатить ему. Мотайте совет на ус, будете своим детям потом такое рассказывать, чтобы они не портили вещи. А Руда открывает глаза, и пока он был в отключке, Энджин времени не терял и сковал его. Рудой в недоумении. Какого хрена он делает? Энджин поясняет. Он вырубился, и чтобы не тащить его на руках, было принято решение тащить его тушку так. Руда взрывается. Пусть немедленно отпустит его. Ему нужно вернуться туда. Энджин требует, чтобы дерьмоголовый помалкивал. Это раздражает. Но, что еще важнее, вернуться он не сможет. Местные называют место, с которого он свалился, небесами. Пути туда нет. К тому же они постоянно перемещаются. Руда плевать. Он знает, что Энджину что-то известно. К тому же ему нужна его сила. Он хочет узнать все. Это поможет ему поквитаться с теми ублюдками наверху. Энджина утомила нытье молокососа. Если он так хочет, пусть будет так. Сейчас он узнает, как выживать здесь. Энджин оттаскивает парнягу подальше, прописывает оздоровительный пинок и оставляет одного. Дальше он сам. Руда кричит, чтобы он вернулся, но затем услышал звук мотора. Обернувшись, он увидел людей. Они его тоже. Подойдя ближе, мужики срисовали его одежду. Он что, небесник? Когда Руда подтвердил это, челики чуть из штанов не выпрыгнули. Обычно все небесники мертвые, а этот живой. И походу у них один и тот же язык. Как здорово, что он уцелел. Сейчас они снимут эти цепи. Руда подумал, что наконец можно расслабиться. Эти люди куда лучше того недоноска. Но он ошибся. Его закинули в фуру и приковали, чтобы не сбежал. Неужели придурок и вправду думал, что они будут к нему добры? Тела небесников стоят очень дорого. По частям его будут продавать. А учитывая, что он живой, за его органы можно будет получить целое состояние. Он, наверное, думает, что они монстры. Но все дело в животной ненависти к небесникам. Зажравшиеся ублюдки скидывают на них мусор. Из-за него воздух отравлен. Вдобавок появились ужасающие чудовища. Очень многие потеряли близких из-за них. Пусть же представит, как местные примут живого небесника. Может, будут пытки или публичное вскрытие. Скоро уже узнают. Но паренек какой-то тощий. Нужно его подкормить. Челик высыпает объедки и начинает впихивать Руда. Пусть лопает, не стесняется. Может и не манна небесная, но вполне съедобная. Хотя для его величества небесника такое наверняка отвратительно. Ну конечно, они же даже не притрагиваются к мусору у себя, там наверху. Ну же, пусть откроет ротик и поест как следует. Руда послушался его и вцепился в руку мужчины как следует. Минус 2 пальца. Парень даже не трудовик. Пока все в шоковом состоянии, Руда выблевывает эту дрянь. Как они все достали. Вверх или низ, небо или земля, местный или отброс. Ярость закипает внутри юноши, и он высвобождает огромное количество энергии.
Ему удалось вырваться. Телеки не выкупают. Что творится? А вот Энджин доволен. Он не ошибся. В голове Руда прозвучал голос Лекта. «Береги их, и однажды они одолжат тебе свою силу». Руда оказался необычным человеком. Он гивер. Тот, кто может черпать силу из вещей. Отбросы тоже смекнули, кто он. Но это уже не имеет значения. Он гребаный небесник. Плевать на деньги. Он должен умереть. Руда окружает, но он бодро раскидывает всех цепями. Мужики тут же лишили его основного оружия. Тогда Руда хватается за колесо и превращает его в орудие. Энджин в восторге. Он способен использовать больше одного оружия. Спустя несколько секунд на ногах остался лишь один. Руда попытался добить его, но вмешался Энджин. Пусть живет. Руда пока не понимает, что произошло. Он просто вспомнил слова Лекта и... Энджин просит прощения. Это его вина. Он хотел выяснить, на что способен Руда. Но он готов все исправить. У него есть предложение. Парнишка получит информацию, а взамен присоединится к нему в качестве уборщика. Но Руда не хочет. Ну а продолжение уже есть на моем бусте. Теперь обещанная ценная информация. Я не питаю надежд на большие просмотры. Однако, если фортуна мне улыбнется, я буду не против продолжать пересказывать эту мангу. Однако больше я не буду выпускать на ютубе пересказ с мелкими сериями. 20-30 минутные эпизоды будут доступны только для бусти. Сейчас, кстати, проплывают спонсоры, благодаря которым стал возможен выход этого пересказа. Дело в том, что старый подход медленно, но верно руинит статистику канала, да и вам в какой-то момент надоедает. Поэтому, в случае, если этот ролик наберет просмотры, а на бусти придут интересующиеся этой историей люди, то сразу после выхода этого аниме я представлю вам пересказ второго сезона. Думаю, за то время, пока будет идти анимеха, я успею пересказать первый сезон на бустере, и второй соответственно. Обязуюсь работать в ускоренном темпе. Если же вам не зашло, то я просто скипну этот тайтл и приступлю к следующему. Спасибо за то, что дослушали до конца. С вами был Скерс. Чао, пока.